Друзья, предлагаю вам сегодня вместе со мной связать вот такой вот комбинезон с капюшоном. В данном случае здесь капюшон не пришитый, так как волосы кукле не позволяют его надевать нормально. С кроличьими ушками. Сейчас я покажу, как выглядит пришитый капюшон на такой куколке, у которой короткие волосики. Вот он так снимается, болтается и свободно совершенно надевается. Так. Вот такие вот две модели у нас. Совершенно из любого цвета. И что нам для этого понадобится, сейчас я вам все расскажу. Для вязания данного комбинезона нам с вами понадобится пряжа. Это Alize Cotton Gold. Больше 50 грамм точно, потому что у меня было два мотка 50-граммовых. 165 метров на 50 грамм. Это полухлопок и серого цвета, и белого цвета. И вязала я его крючком номер 3, для того, чтобы данный комбинезон был посвободнее. Ну, кроме этого, еще, естественно, ножницы, иголки все различные. Вязать мы будем с вами в технике интарсия. Все подробно вам расскажу, покажу. Для того, чтобы в технике интарсия вязать, нам понадобится 2 моточка белой пряжи, либо вы будете брать нить с края мотка и из середины мотка, как делала я. Вот, в принципе, это все. Приступаем. Начинаем мы основным цветом. Вяжем цепочку из 24 воздушных петель и плюс еще петля подъема. Всего должно быть 25. По этой цепочке мы начинаем вязание со второй петли от крючка. Вяжем 24 столбика без накида. Теперь мы наше вязание поворачиваем, и в дальнейшем мы будем вязать только поворотными рядами. В круг мы никогда не будем замыкать. Для того, чтобы вывязать по краям цветные вставки, нам необходимо будет 2 конца нити. В данном случае белого цвета. Я предлагаю вам либо размотать один моток на 2 части, на 2 клубочка, либо от одного мотка брать нить из центра и с краю. Мы добавляем нашу белую нить и вяжем следующим образом. 3 столбика без накида вяжем в цвете, в данном случае белым. Третий столбик мы с вами не довязываем, оставляем 2 петли на крючке для того, чтобы присоединить серый цвет. Довязываем его серым уже. Эту нить оставляем, мы не продолжаем ее ввязывать, она должна остаться у нас здесь по изнанке. Теперь мы делаем с вами прибавку. 3 петли в одну провязываем, 3 столбика без накида в одну петлю. Далее мы вяжем по рукаву 4 столбика без накида. Опять делаем прибавку из 3 столбиков без накида в одну петлю. Далее по спинке вяжем 6 столбиков без накида. Далее делаем опять прибавку 3 столбика без накида в одну петлю. Теперь по рукаву вяжем 4 столбика без накида. И последнюю прибавку 3 столбика без накида в одну петлю. Здесь последнюю мы не провязываем, оставляем 2 петельки на крючке и добавляем вторую белую нить, которая пойдет у нас с другой стороны. Замыкаем наш столбик без накида белой нитью.
Серую оставляем на том же месте, не ввязываем ее. Вяжем до конца 3 столбика без накида. Так, смотрите, что у нас с вами выходит. Один край нити у нас. Сейчас вот так посмотрим, нитки уберем. Один край нити у нас с этой стороны, другой с этой стороны. Они так у нас и должны оставаться. То есть мы будем довязывать, оставлять ее, вязать серым, серое оставлять белым, возвращаться, чтобы у нас никаких тут протяжек не было. И по изнанке все нитки мы будем оставлять. Сейчас мы будем с вами вязать изнаночный ряд, который у нас будет без прибавок. И когда вы будете менять нитку, нам необходимо оставлять ее не на другой стороне, как мы обычно когда вяжем, а стараться ее на эту сторону, по которой вяжем, изнаночной, оставить. Надеюсь, я понятно сказала. Все прибавки мы будем делать по лицевой стороне. По изнаночной стороне мы будем просто провязывать ряд, соблюдая его цветовую гамму вот эту. Соответственно, белый и серый, количество петель, которые у нас есть. Сейчас у нас в работе с вами 32 петли, и мы 32 петли провяжем по изнанке без прибавок, соблюдая цвет. Вот я хотела остановиться поподробнее. Я довязала 3 столбика без накида белым цветом, и белая нитка у меня, как при вязании, на той стороне, я ее перебрасываю на изнаночную сторону, беру серую и ввожу этот цвет сюда. И далее вяжу серым цветом. Также мы сделаем серым, когда дойдем до конца. Ее перебросим нитку на эту сторону, на изнаночную, и будем вязать. Вот таким вот образом у нас с вами получилось. Нитки на изнанке, нам будет легче делать прибавки по лицу, да? Далее мы вяжем следующим образом: 3 столбика без накида белым цветом, потом 1 серым. Далее делаем прибавку: 3 столбика без накида в одну петлю, 6 столбиков без накида по рукаву, прибавка опять 3 в одну, 8 по спинке, прибавка 3 в одну, 6 по рукаву, далее прибавка опять 3 в одну, 1 серым и 3 белым. И следующий изнаночный ряд мы вяжем, соблюдая цвет. 40 петель у нас должно получиться после этого ряда. Далее нам необходимо вязать 3 столбика без накида белым цветом, 2 столбика серым, прибавка 3 столбика без накида в одну петлю, по рукаву 8 столбиков без накида, опять прибавка 3 столбика без накида в одну петлю, по спинке 10 столбиков без накида, опять прибавка 3 столбика в одну, 8 по рукаву, прибавка 3 в одну, 2 серым, 3 белым. У нас получится с вами 48 петель. И изнаночный ряд мы провяжем без изменений, без каких-либо прибавок, просто соблюдая цвет. Так, теперь 3 столбика без накида белым цветом вяжем, 3 серым. Прибавка, далее 3 столбика без накида в одну петлю, 10 по рукаву, прибавка 3 в одну, 12 по спинке, прибавка 3 в одну, 10 по рукаву, прибавка 3 в одну, 3 столбика серым, 3 столбика белым. У нас должно с вами получиться 56 петель, и по изнанке мы вяжем 56 столбиков без накида, соблюдая цвет. Теперь вяжем 3 столбика без накида белым цветом, 4 серым, прибавка 3 столбика без накида в одну петлю, 12 столбиков без накида по рукаву, прибавка 3 в одну, 14 по спинке, прибавка 3 в одну, 12 по рукаву, прибавка 3 в одну, и заканчиваем 4 столбика серым и 3 белым. Получается у нас 64 петли. По изнанке вяжем, соблюдая цвет, 64 столбика без накида. Так, далее теперь нам необходимо вязать 3 столбика белым цветом, 3 столбика без накида, 5 столбиков без накида серым цветом, далее прибавка 3 столбика в одну петлю, 14 по рукаву, прибавка 3 в одну,
16 по спинке, прибавка 3 в 1, 14 по рукаву, прибавка 3 в 1. И заканчиваем 5 столбиков без накида серым цветом, 3 столбика белым цветом. У нас получается в работе 72 петли. И изнаночный ряд провязываем 72 столбика без накида, соблюдая цвет. Нам остается с вами последний ряд с прибавками. В этом ряду мы белого цвета столбики без накида увеличим до 4. Вяжем 4 столбика без накида белым, далее 5 серым, прибавку делаем 3 столбика в одну петлю, 16 по рукаву, 3 столбика в одну петлю, прибавка, 18 по спинке, опять прибавка 3 в 1, 16 по рукаву, прибавка 3 в 1, далее 5 серым и 4 белым. У нас в итоге получается с вами 80 петель. По изнанке мы провязываем, соблюдая цвет, 80 столбиков без накида. И еще один ряд по лицу мы провяжем, тоже соблюдая цвет, 80 столбиков без накида. Так, вот такая деталь у нас с вами получается. Теперь нам необходимо выделить будет рукава. По изнаночному ряду, да, будем выделять их. Вяжем 4 столбика без накида белым цветом. Переходим на серый. Серым цветом вяжем 7 столбиков без накида. Теперь вяжем цепочку из 3 воздушных петель. Здесь нам необходимо пропустить с вами 18 столбиков без накида. Отсчитываем. И заходим в 19. И начиная с этого столбика провязываем тут столбик без накида. И еще 21 столбик без накида по спинке. Опять вяжем цепочку из 3 воздушных петель. По рукаву отсчитываем 18 и пропускаем их. В 19 заходим. Нам необходимо провязать с вами 7 столбиков серым цветом, столбиков без накида. Здесь переходим на белый цвет. И 4 столбика белым. Таким образом у нас с вами все получилось. Так, если сложить. Так, у нас в работе с вами сейчас 50 петель вместе с 3 петлями подреза. И нам необходимо без изменений вязать, соблюдая цвет, 20 рядов. То есть вяжем также поворотными рядами, соблюдая цветовую гамму нашу. До того, как мы с вами провяжем 20 рядов, нам необходимо перейти к обвязыванию планок. Планки мы будем обвязывать прямо по краю. Первую планку начинаем прямо вот отсюда тоже, где у нас нитка и закончилась. Обвязывать будем в количестве 3 рядов. Первая планка у нас будет без учета дырочек для пуговиц, а вторая, эта планка у нас будет с креплением пуговиц, эта планка у нас будет с дырочками для пуговиц. Мы будем вязать снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх, поворотными рядами. У нас должно получиться по планке 36 столбиков без накида, прям через край. Так, приступаем. Так, я провязала 3 ряда. Вот такая планочка получилась. Теперь мы нить можем отрезать. И в дальнейшем мы можем ее либо ввязать, когда будем обрабатывать горловину, либо сейчас иголочкой аккуратненько спрятать. Теперь приступаем к вязанию второй планки. У нас здесь тоже есть нитка, только она немного подальше заканчивается, да, но это не страшно. Мы потихонечку ее, не натягивая, будем привязывать. Вяжем точно так же. Первый ряд мы вяжем 36 столбиков без накида.
следующем ряду мы с вами вывяжем отверстие для пуговиц. Вяжем следующим образом. 3 столбика без накида. Далее цепочка из 2 воздушных петель и 2 петли по полотну мы пропускаем. Заходим, вяжем 6 столбиков без накида. Опять цепочка из 2 воздушных петель и 2 петли по полотну мы пропускаем. И опять вяжем 6 столбиков без накида. Опять повторяем. 2 воздушные петли, 2 по полотну пропускаем и 6 столбиков без накида. И последняя наша дырочка, 2 воздушные петли, 2 по полотну пропускаем и вяжем оставшиеся 7 столбиков без накида. Такие дырочки у нас с вами получились, 4 дырочки. И теперь нам осталось провязать один ряд в обратную сторону, 36 столбиков без накида. Вторая планка тоже готова. Тоже наконец-то мы отрезаем эту белую нитку, за которую у нас тут вечно неразбериха. Так, теперь нам необходимо вывязать штанины. Нитка у нас здесь имеется серая. Только начать нам необходимо сначала. Не с планки, а с той последней петли, которую мы вывязывали белым цветом. Мы ее протягиваем сюда. Таким вот образом, да. И делаем первый столбик без накида. И теперь нам необходимо провязать, с учетом первой петли, 24 столбика без накида. Вот мы с вами провязали 24 столбика без накида. И далее мы будем с вами поворотными рядами вывязывать саму штанину. Нам необходимо всего провязать 20 рядов. Соответственно, без учета этого ряда 19 рядов нам осталось провязать. Вот первая у нас штанина готова. Вот так это будет выглядеть, да? Нитку мы отрезаем. И теперь для того, чтобы соблюсти рисунок, который у нас здесь формируется, нам необходимо с вами будет отступить 2 петли, начать от центра, отступить 2 петли от центра, из 3 петли мы начинаем наше вязание. Так, и еще раз заходим, чтобы у нас формировался столбик без накида. И далее мы также вяжем аналогично, как и первую, поворотными рядами 24 столбика без накида. То есть мы доходим до планки, разворачиваемся, вяжем обратно. Всего нам надо связать точно так же 20 рядов. Такие 2 штанины у меня получились после вывязывания второй. Нитку мы не отрезаем, выворачиваем все это наизнанку. Нам необходимо сейчас их будет сшить. Совмещаем наши планки таким образом, чтобы планка с отверстием для пуговиц была снизу. Сверху кладем вторую планку. И уже начинаем сшивать либо иголкой, либо крючком. Я буду сшивать крючком с соединительными столбиками. Идем вверх. Далее совмещенные 2 планки сшиваем вместе. И возвращаемся по второй штанине вниз. После этого посмотрим, что у нас с вами получилось. Так, я закончила сшивание. Вот так вышло, да, поближе покажу вам. Вот такие вот швы получились. И с другой стороны тоже такие вот. И теперь нам необходимо вывернуть все это, посмотреть на лицо, как у нас вышло. На данном этапе можно примерить комбинезон на куклу, но помните, что мы еще будем надвязывать манжеты. Если вдруг вас что-то не устраивает, можно распустить и довязать штанишки. Вот так вот. Вот. И теперь нам необходимо связать рукава. Так, рукава мы с вами начинаем
от подмышки. Так вот, чтобы видно было. То есть заходим вот изнутри и будем вязать по поворотными рядами, тоже, чтобы сохранился у нас этот рисунок. Каким образом мы с вами вяжем? Для того, чтобы шов у нас вышел не на середину подмышки, а на заднюю сторону и был по лицу не сильно виден, мы начинаем от угла. Мы с вами провязываем 18 столбиков без накида по самому рукаву. Далее мы с вами заходим вот сюда между столбиками и вот сюда тоже, в этот уголок, до начала вязания по подрезу. По подрезу по самому мы вяжем 3 столбика без накида и еще 2 столбика добавляем вот в эту зону. То есть у нас по подрезу 3 плюс 2 плюс 2 и 18 здесь. 18 и 7, соответственно, у нас получается 25 столбиков без накида поворотными рядами. И таким образом нам необходимо с вами связать 12 рядов. Далее, что нам необходимо с вами сделать? Вывернуть наизнанку. И точно так же, как мы прошивали брючины, прошить и рукав через край. Так, я закончила. Нитку отрезаем. Вытягиваем. Потом нам необходимо будет спрятать ее. Выворачиваем, смотрим, что получилось. Вот такой рукавчик. И теперь нам необходимо связать второй рукав. Для того, чтобы связать второй рукав, нам надо будет начать тоже с изнаночной стороны поворотными рядами. Но чтобы у нас шов тоже пришелся на спинку, как у первого рукава, нам необходимо уже будет вязать от подреза. То есть мы с вами 3 столбика по подрезу вывязываем, потом на этом углу вывязываем 2 столбика, 18 столбиков по самому рукаву и 2 столбиками заканчиваем. Поворачиваем и так поворотными рядами вяжем с вами 12 рядов. Всего должно, напоминаю, получиться 25 столбиков. И со вторым рукавом я закончила. Теперь пришло время ввязывать у нас манжеты. Для того, чтобы вывязывать манжеты, нам необходимо взять уже белую нитку. У нас здесь 25 петель, мы помним об этом, да? Неважно, в каком месте мы с вами присоединимся. В первом ряду нам необходимо будет сделать убавки. Будем чередовать 3 столбика без накида, убавку. Повторим таким образом 5 раз, чтобы у нас получилось 20 петель. И после этого один ряд мы провяжем без изменений 20 столбиков без накида. Рукавами закончили, приступаем к обвязке ног. Здесь уже мы сокращение делаем следующим образом: 4 столбика без накида, убавку, повторяем таким образом 4 раза и тоже выходим к 20 петлям. И следующий ряд провязываем без изменений по 20 столбиков без накида. Так, комбинезон у нас на данном этапе пока что закончен, да, вот такую вот он имеет форму. И теперь нам необходимо приступить к вязанию капюшона. В моем случае это будет шапочка. Для того, чтобы связать капюшон или шапку, нам необходимо для начала связать вот такой вот, в данном случае шестиугольник, ну, вяжем мы его по схеме круга. Да? Я здесь размещаю с краю схему вязания данного круга шестиугольника. После этого мы с вами, ставьте на паузу, вяжите, после этого мы с вами приступаем уже непосредственно к вывязыванию капюшона. Здесь у нас сейчас 60 с вами петель. Нам необходимо продолжить вязание и провязать 50 столбиков без накида. 50 столбиков без накида мы с вами провязали. Теперь будем чередовать будем чередовать 9 столбиков без накида и прибавку. Повторяем таким образом 5 раз и увеличиваем наши петли до 55. Вяжем поворотными рядами далее. То есть мы поворачиваем
И после этого провязываем 9 столбиков прибавка, 9 столбиков прибавка и так далее до конца. Довязали. Вязание опять поворачиваем и вяжем в обратную сторону 55 столбиков без накида. Теперь опять вязание наше поворачиваем и чередуем с вами 10 столбиков без накида и прибавку. Повторяем опять 5 раз и приходим к 60 столбикам без накида. Провязываем это по изнанке, а по лицу мы провязываем с вами просто 60 столбиков без накида. Нам остается последний ряд с прибавками, только начинаем мы его, также поворотными рядами будем вязать дальше. Начинаем мы его с прибавки и далее 11 столбиков без накида. Чередуем так тоже 5 раз, прибавку 11 столбиков без накида и выходим к 65 петлям. Все, ширину капюшона нашего мы вывязали достаточную. Теперь нам необходимо вывязывать уже глубину. Для этого поворотными рядами мы будем вязать по 65 столбиков без накида в количестве 20 рядов. 20 рядов будет достаточно для такого большого хорошего капюшончика. После того, как мы провяжем с вами 20 рядов, у нас получится вот такой колпачок. И нам необходимо вот по этой стороне делать обвязку. Если развернуть его, да, вот по этой стороне мы будем с вами делать обвязку, уменьшая его для горловины. У нас должно с вами получиться здесь следующее количество петель. Должно быть вот тут 24. Далее здесь мы 10 оставляли. Здесь тоже 24. И между этими петлями и этими, сейчас я поближе покажу, здесь будет такой как бы островочек, перемычка. Мы туда еще добавим по одной петле. Теперь в обратном направлении мы с вами будем вязать 10 столбиков без накида и убавка. Чередуем таким образом 5 раз подряд, чтобы в результате у нас получилось 55 петель. Следующий ряд поворотный мы провяжем без изменений 55 столбиков без накида. Следующий ряд мы начинаем с убавки. Далее вяжем 9 столбиков без накида. И повторяем таким образом 5 раз. Сокращаем наши петли до 50. И после этого опять ряд провяжем без изменений 50 столбиков без накида. В следующем ряду мы начнем вязание с 8 столбиков без накида. Далее сделаем убавку. Опять повторяем 5 раз. И выходим на 45 столбиков без накида в итоге. И после этого провязываем без изменений каких-либо 45 столбиков без накида. Следующий ряд начинаем с убавки. Далее 7 столбиков без накида. Повторяем опять 5 раз. Выходим на 40 петель. И еще один ряд провязываем 40 столбиков без накида без изменений. В следующем ряду вяжем 6 столбиков без накида убавку. Повторяем 5 раз. В итоге у нас получается 35 петель. И еще один ряд провязываем 35 петель. 35 столбиков без накида без изменений. Нам остается последний ряд. Начинаем его с убавки. Далее 5 столбиков без накида. Повторяем 5 раз. И в итоге у нас получается 30 петель. Вот такой капюшон у нас с вами получился. Если вы планируете его делать в виде капюшона, то нам необходимо, чтобы у нас вязание закончилось на изнаночной стороне, так как мы будем потом привязывать его к телу комбинезона самого. Вот таким вот образом, да. У нас сейчас в работе здесь с вами 30 петель. По горловине комбинезона у нас было 24 петли изначально. Вот так вот. И когда мы надвязывали с вами планку, у нас здесь свободно помещаются еще по 3 петли. То есть у нас здесь тоже в итоге 30 петель. Просто мы с вами соединяем изнанкой друг к другу. И таким вот образом, петля в петлю, привязываем. Тоже крючком. Сейчас покажу вам на другом комбинезоне, как сделано. Вот такой вот получается у нас с вами здесь шовчик.
который в принципе не виден. И после этого, после того, как вы привяжете уже капюшон, необходимо будет его обвязать контрастным цветом. Ну, в данном случае у нас это белый цвет. Я не буду привязывать капюшон, потому что у меня кукла очень длинноволосая, и я просто не смогу его физически на голову надевать. Поэтому я сделаю это в виде шапочки. Я сейчас обвяжу белым цветом и сделаю завязочки. Также нам необходимо с вами связать ушки зайчика. У нас же костюм зайчика будет, чтобы они вот так вот выглядели. Одно ушко я уже связала, и половинку второго тоже. И мы сейчас с вами свяжем четвертую деталь, которая необходима для ушка. 4 детали таких надо будет связать, а потом их обвязать. Я сейчас все покажу, как это делать. Берем с вами белую нить и набираем цепочку из 7 воздушных петель. Начинаем вязание во вторую петлю от крючка. Вяжем по цепочке 6 столбиков без накида. Так, теперь поворачиваем, поворотными рядами все будем вязать, всю эту деталь. Поворачиваем и еще вяжем 7 рядов таких. Туда-сюда, да, по 6 столбиков без накида. В следующем ряду мы вяжем 1 столбик без накида, далее прибавку и 4 столбика без накида. В результате у нас получается с вами 7 петель в работе. Следующий ряд провязываем просто 7 столбиков без накида. В следующем ряду необходимо провязать 5 столбиков без накида, прибавку сделать и закончить одним столбиком без накида. Получится у нас с вами 8 петель. Теперь необходимо нам с вами 6 рядов провязать по 8 столбиков без накида. Далее вяжем 3 столбика без накида, делаем прибавку, заканчиваем 4 столбиками без накида. В результате у нас с вами получится 9 столбиков без накида. И продолжим 6 рядами из 9 столбиков без накида. Пришло время заканчивать наше ухо. Начинаем с убавки. Я здесь просто пропускаю первую петлю, провязываю вторую. Далее вяжем 5 столбиков без накида, опять пропускаем петлю и провязываем последнюю. У нас в итоге получится с вами 7 столбиков без накида в работе. Опять с 2 убавками по краям провязываем. Убавка 3 столбика, убавка. В итоге у нас получается 5 петель. И заканчиваем убавка, 1 столбик без накида и убавка. 3 петли в итоге у нас получается. И нить отрезаем. Вот такая деталька у нас получилась. Теперь нам необходимо 2 детали сложить ровненько, да? И чтобы у нас на нас смотрела лицевая часть, мы начинаем их связывать вместе. Так, сейчас возьмем серую пряжу вот таким вот образом. Нужно, чтобы эти две вместе были. Через край, как мы связывали с вами детали в штанах, в рукавах, все точно так же тут делаем. Вот так вот и продолжаем нашу обвязку. Я закончила обвязку. Вот такое ухо получается. Да, чуть необходимо отрезать ниточку. Ниточку мы с вами заправим вовнутрь. И что нам остается сделать? Это только оформить до конца, пришить пуговицы, сделать красивые обвязки. Ну и уже примерять на нашу куколку. Так, что у нас с вами получилось в итоге? Комбинезон. Пуговки я уже пришила. И вот такая шапка, которая, по идее, должна была бы быть капюшоном. Если бы я ее привязала, да? Как я вам предлагала сделать. Вот таким вот образом. Здесь уже есть капюшон пришитый, все. То же самое на пуговках. И теперь нам осталось нашу куколку только нарядить. Сейчас мы с вами это и сделаем.
Вот так это будет выглядеть у нас. Такой комбинезончик. Все, надеюсь, вам понравился данное видео мастер-класс. Понравился, поддержите пальцами вверх. Пишите в комментариях, что непонятно было. Встретимся с вами в других видео. Пока-пока.